В народе Хюррем не любили и называли Зиади, что означает «ведьма». Откуда же взялись такие слухи? Как правило, такие сведения у османов поступали от послов иностранных государств. Ведь современники времени правления султанов о личной жизни правящих монархов не распространялись. Но вполне достаточно и того, как описывали Хюррем иностранные послы. По их заверениям, султан настолько сильно был привязан к своей наложнице, что они поражали всех окружающих. Хотя кто она была? Простая рабыня славянского происхождения, дочь священника, к тому же не красавица. Однако Хюррем смогла завоевать любовь султана, и вполне естественно, что подданные султана считали это весьма необычным и называли влияние Хюррем на султана чарами, колдовством. Ведь неспроста султан не только сделал ее своей женой, но и присвоил титул хасики. Ранее такого в истории османов не случалось. Сулейман поставил наложницу вровень с Валиде Султан. Также из писем современников того времени известно следующее. Среди турков бытовало поверье, что с помощью гиен можно завоевать любовь и расположение человека. Некоторые жители Стамбула даже разводили этих животных для продажи, и несколько особей всего оставляли специально для Хюррем. Однако спустя одно столетие жена британского посла в Стамбуле леди Монтего высказала свое мнение касаемо той информации, которую послы иностранных держав передавали в своих письмах на родину. Она считала, что они занимались собирательством всех самых нелепых слухов и сплетен, которые ходили на базарах в Стамбуле, и которые по факту не имели ничего общего с действительностью. За то время, что она провела в Стамбуле, леди Мэри имела возможность наблюдать за жизнью представителей династии османов, и свои наблюдения она передавала в записках, позже получивших название «Турецкие письма». Ведь Османская империя весьма отличалась своим бытом и жизненным укладом от Европы. Но почему же тогда османы называли любимую жену султана Зиади? Самый распространенный образ ведьмы среди многих народов был облик бледной и уродливой старухи. Однако Хюррем больше подходит определение колдуньи, которая своими чарами и магией смогла привязать к себе мужчину. Интересный факт, что турки считали опасными женщин, соблазняющих своей красотой, ведь жертвами в этом случае становились мужчины. Сложно понять, когда именно возникло чувство неприятия турецким народом Хюррем. Спустя какое-то время стало известно, что султан Сулейман все больше внимания стал уделять своей новой фаворитке и ее детям. Мустафа, старший сын от наложницы Махидевран, был забыт. Наиболее весомым было мнение янычар и всего придворного окружения султана. Они также были в растерянности от такой непривычной преданности Сулеймана одной единственной женщины. Однако султан любил Хюррем, и поэтому никто из них не смел говорить о своей антипатии к ней вслух. Это повлекло бы немилость падишаха. Янычары являлись самым беспокойным звеном в армии, и они также ненавидели Хюррем и ее детей. Причина такой ненависти крылась во всеобщей любви личной гвардии к Мустафе, которого из-за детей Хюррем султан отодвинул на второй план. Шехзаде Мустафа пользовался безграничным уважением и любовью не только у своего народа и янычар, но и иностранных послов. Мустафа был хорошим политиком и блестящим лидером. Именно его янычары и все придворное окружение султана хотели видеть на троне Османской империи. Ведь по сравнению с детьми Хюррем у Мустафы было больше преимуществ и качеств для того, чтобы стать повелителем. Детей Хюррем даже не рассматривали как претендентами на трон. Первый сын Хюррем Мехмед скончался совсем молодым. Другой сын Селим вел беспутную, беззаботную жизнь и пристрастился к алкоголю, что среди мусульман не считалось приличным. Джихангир имел слабое здоровье, а Шехзаде Баязид имел вспыльчивый характер. Все эти Шехзаде, по мнению народа, не подходили для роли правителя Османской империи. Причиной неприятия турками Хюррем стало также то, что ради нее падишах стал нарушать обычаи, бытовавшие у турков много веков.
Уже одно то, что Сулейман только для нее создал титул Хасики, говорит о ее всепоглощающей и непроходящей любви к ней. Еще один обычай, нарушенный ради нее, стало то, что после назначения своих сыновей на должность губернаторов провинции Хюррем не покинула гарем. Вместо того, чтобы уехать вместе с сыновьями и заняться их обучением, она упросила Сулеймана разрешить ей остаться с ним. В качестве аргумента она использовала свою любовь к султану, говоря, что не сможет без него жить. Для османов это было неслыханной наглостью. Оставшись с султаном, Хюррем стала заправлять всем гаремом. Сулейман часто советовался с ней по политическим вопросам, поэтому Хюррем имела возможность влиять на ход истории Османской империи. Общественность была крайне возмущена тем, что простая рабыня стала политическим советником султана. В случае отсутствия Сулеймана в Стамбуле Хюррем первая сообщала ему все новости о состоянии дел в государстве. Также Хюррем разрушила привычный уклад жизни гарема. Она была против того, чтобы султан посещал других женщин. Это было одной из причин неприятия турками Хюррем Султан. Именно она положила начало эпохи женщин-правительниц, таких как Кюсем Нурбану София. С этого момента империя османов стала приходить в упадок, поэтому утверждение, что именно во время правления Силима государство османов стало распадаться, в корне неверно. Наоборот, при правлении Селима Турция расширила свои границы. Султан вновь присоединил к империи Йемен, отвоевал Тунис у Испании, провел успешную военную кампанию по завоеванию Кипра. В упадок империи стало приходить во время правления Мурада, когда власть в государстве взяли в свои руки Нурбану и София. София первая способствовала разрушению империи изнутри. Причиной этому стало процветание взяточничества во многих слоях власти. Зачастую политические вопросы решались не по соображениям целесообразности и пользы для государства, а по принципу личной выгоды. И еще одной причиной ненависти турков было то, что Хюррем считали виновной в смерти Шехзаде Мустафы. Ведь тот мог способствовать дальнейшему процветанию империи османов, хотя официальные источники никак не подтверждают участие Хюррем в заговоре против Мустафы.